Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня наш репортаж посвящен стране, которая ближе всех подошла к внедрению технологий SkyWay, даже адресных проектов. Вы думаете, это Беларусь? Россия? 13 июня в Минск с очередным визитом прибыла австралийская делегация транспортных и строительных экспертов во главе с экс-министром транспорта Южной Австралии, руководителем компаний SkyWay Transport Australia и Род Хук Associates Родом Хуком. Род Хук известен как высокоуважаемый и опытный руководитель. Занимая министерские посты, он принимал участие в реализации самых разных проектов, включая инфраструктуру, транспорт и охрану окружающей среды. Его успешная работа изменила качество жизни людей в Южной Австралии и, в частности, в Аделаиде. Речной порт Expressway, подземные скоростные путепроводы, расширение и реконструкция трамвайных путей, пешеходные мосты – это далеко не полный список деятельности господина Хука. Аделаиду в шутку стали называть городом 20 минут, поскольку именно столько времени требуется, чтобы добраться с окраины в деловой центр. Однако в последнее время дорожная сеть с трудом справляется с увеличением количества транспорта. Так как господин Хук в течение последних 10 лет был ответственным за контроль и выполнение проектов по программе капитальных вложений в транспорт и инфраструктуру общей суммой более 10 миллиардов долларов США, он не мог не заметить нарастающую транспортную проблему. Вот почему Род Хук заинтересовался прорывными транспортными технологиями SkyWay. Первый визит Рода Хука в минский офис SkyWay состоялся в сентябре прошлого года, когда строительство экотехнопарка лишь начиналось. В тот приезд австралийцы ознакомились с технологией командой ее создателей, посетили строительную площадку и, убедившись в перспективности транспортных решений SkyWay для Австралии, согласовали с Анатолием Юницким план дальнейших действий. По возвращении на родину Род Хук предпринял все необходимое для того, чтобы подготовить нужные условия вывода проекта SkyWay на австралийский транспортный рынок. Итогом проделанной работы стало достижение договоренности с университетом Флиндерс о строительстве 500-метрового участка дороги SkyWay, который обеспечит наилучшую связь кампуса Бетфорд с медицинским центром Флиндерс, а также с перспективной железнодорожной станцией Флиндерс, которая будет продолжением существующей железной дороги от станции Тонслей. Проект получил широкий резонанс в австралийской прессе и заинтересовал представителей нескольких крупных инжиниринговых компаний, заявивших о своей заинтересованности в его развитии. По результатам предварительных переговоров из их числа была сформирована прибывшая в Минск делегация во главе с самим Родом Хуком. Целью визита стало проведение экспертизы технологий, а также обсуждение технических деталей следующего этапа сотрудничества по осуществлению адресных проектов Австралии. Однако в действительности повестка этого визита оказалась куда насыщеннее. В самом начале своего пребывания в Минске делегация преподнесла Анатолию Эдуардовичу Юницкому подборку австралийской прессы с публикациями о его струнном транспорте. А после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации инженерами, впервые прибывшими в Минск, была допущена в святая святых. Гости прошли по всем этажам офиса SkyWay, ознакомились с работой 15 конструкторских бюро, дизайнеров, маркетологов и архитекторов. Наши гости своими глазами увидели проведение компьютерных тестов в 3D, работу над охранным модулем, наладку разборного макета путевой структуры с действующими моделями подвижного состава, спроектированного для демонстрации на выставке Иннотранс 2016 в Берлине, и даже покатались на юнимобиле, спроектированном в закрытом акционерном обществе струнной технологии и построенном на опытно-экспериментальном производстве Юнибус. Это своего рода промежуточное звено между уменьшенной действующей моделью и реальным подвижным составом, на котором отрабатывается применение мотор-колеса SkyWay и системы управления. Роду и коллегам был представлен разработанный концепт-проект пассажирской линии для университета Флиндерс и обсуждены еще несколько адресных проектов, в том числе 2 грузовых линий длиной по 50 и 100 км каждая, а также возможность строительства тестового участка, аналогичного одной из линий экотехнопарка в качестве пилотного проекта для Австралии. Так что велика возможность осуществления сразу нескольких адресных проектов одновременно. Было обсуждено акционерное соглашение, включая механизмы финансирования пилотного проекта или проектов, стратегия продвижения проекта в Австралии совместно с его маркетинговой командой, а также распределены роли и обязанности белорусской и австралийской компаний. Род Хук, Анатолий Юницкий и Виктор Бабурин, все высшее руководство SkyWay Transport Australia, обсудили структуру уже начавшей свою деятельность компании и способ организации ее работы с разных континентов, для того,
чтобы наилучшим способом продвигать, защищать и реализовывать ту интеллектуальную собственность, совладельцами которой являются все инвесторы проекта SkyWay. Была определена и роль инжиниринговой компании, которая будет отвечать за установление соответствия нашей технологии австралийским стандартам. Впереди наших гостей ожидало самое интересное – визит в закрытые цеха опытно-экспериментального производства «Юнибус», где в режиме строжайшей секретности ведется работа над созданием полномасштабных моделей и промышленных образцов подвижного состава SkyWay. Мы уже сообщали вам о переезде модельно-макетной мастерской в новое, более просторное помещение, которое позволяет испытывать действующие модели в полную величину и наладить производство промышленных образцов подвижного состава. Характеристики новых площадей также позволяют проводить испытания элементов путевой структуры, более приближенные к актуальному размеру. В дополнение к этому можно сказать, что центр модельно-макетной работы был преобразован в опытно-экспериментальное производство «Юнибус», у которого появился собственный руководитель Александр Синкевич. В автоспорте личность без преувеличения легендарная. Он стоял у истоков команды конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, с большим успехом выступавшей на МАЗах в европейских шоссейно-кольцевых гонках. Помимо этого, за свою богатую яркими достижениями карьеру Александр сумел приобрести немалый опыт в создании гибридных технологий, что естественным образом привело его в проект SkyWay. На предыдущем месте работы он создал концепцию и стал первым конструктором нового современного городского автомобиля с гибридным приводом. В итоге экскурсия под руководством столь опытного гида получилась весьма поучительной и занимательной. Опытно-экспериментальное производство закрытого акционерного общества «Струнные технологии» впечатлило зарубежных гостей ходом работ по созданию путевой структуры, инфраструктурных сооружений подвижного состава, которые, напоминаем, планируется представить мировой общественности на международной выставке «Иннотранс» в сентябре 2016 года в Берлине. В частности, они высоко оценили степень готовности ходовой части юнибайка и качество подготовки пресс-форм для изготовления его кузова, тщательность проработки организации внутреннего пространства юнибуса, ощутили комфорт передвижения на сконструированном и построенном внутри предприятия с испытательными целями электровелосипеда. Безусловно, ключевым моментом пребывания делегации стало ознакомление с текущим этапом строительства. Гости посетили экотехнопарк, где оценили степень готовности пассажирских высокоскоростной и городской линий, транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с концевой анкерной опорой, а также промежуточных и второй анкерной опоры. Ознакомились с ходом сооружения легкой пассажирской линии, остановившись возле готового котлована для ее анкерной опоры, а также оценили экологическую составляющую струнных технологий, работу коллектива нашей компании по возвращению в сельскохозяйственный оборот земель, похороненных под существующими дорогами. По их собственным словам, вкус этих инноваций просто замечательный. По словам представителей делегации, строительство очень далеко продвинулось по сравнению с сентябрем, когда Род Хук приезжал в первый раз во время строительства фундамента станции. Его коллеги, приехавшие с целью проведения технологической экспертизы, были удивлены тем, что нам известны все самые передовые решения, которые используются в работе и их компании, одной из самых передовых в мире, но еще более тем, как комбинируем их мы. По оценке наших гостей, это делается очень оригинально, и им не терпится начать совместную работу по внедрению проекта SkyWay в Австралии. Итогом посещения стал визит к памятному знаку «Нулевой километр» и непременное загадывание желаний. Сегодня мы догадываемся, что большая их часть уже сбылась, так как этот визит ознаменовал новый этап в развитии австралийско-белорусского партнерства, все необходимые для сотрудничества вопросы решены и документы подписаны. Теперь все вместе в добрый путь по небесным дорогам Юницкого. Mr. Hook, first of all, let me congratulate you on your new position, the director of the SkyWay Transport Australia. Welcome on our land, and I would like to ask you, what are your impressions after your visit to the Republic of Belarus and seeing the SkyWay technology almost in action? We've come now to the end of our second visit here, and we go home even more excited and more confident about the prospects of SkyWay on a world scale and what SkyWay will do in our country, Australia. And what are your plans in your country, in Australia? Yeah, look, it was about a year ago I first made contact with SkyWay. We learned about it.
I came over here in September and made our first meeting, and we've developed a long way in that 9 months since. We've established the company, as you've already identified. We've talked to a number of people. We have publicised SkyWay as a new form of transport for Australia, and we've put a message around our country that Australia needs and Australia is ready to embrace Anatoli's technology. We go back and having certainly now learned even more than what I did the first time here, we will be talking to a number of businesses, mining companies, governments, heads of government departments about the possibility and the prospect that this technology can bring to Australia. Thank you. Your delegation was bigger this time than it was back in September. Please tell us a few words about who you brought with you and for what purpose. Last year in September, it was my business partner Murray and myself who came and developed our initial understanding of the company here and the country. And I might say we are both falling in love with your country too. This time I wanted to come back with some additional engineering expertise other than mine. I knew I had gone home impressed. I wanted to bring others who would have the same experience that I received last time, and to be able to confirm that this works. And so we brought two people from an engineering company with us, and they had the benefit of listening to Anatoly the same way I did 9 months ago. And we can be very confident they are as excited and enthused as I am about what we can do together in our country, but also working with the SkyWay people here. And it's a collaboration, it's a unity across two different sides of the world. It's exciting. Thank you. What are new concrete projects that you'll begin working on back in Australia? Well, I think the first thing, and it's been made very clear, the first thing is to have a test and a demonstration site, and we'll secure a site for that, and that'll be similar to what's currently being built here in Belarus. We've done an arrangement with a university in Adelaide about a short section of track which can take students from a car park and a train station up a hill to the main university building, and there's a lot of excitement about that. We need to find a way to land that project. Governments, and certainly the government in the city where we live, has talked about extending tram lines. We'll be presenting an alternative rather than put a tram at grade on a road impacting traffic. Yes, we understand the advantages of this technology and the environmental advantages that this can contribute as an alternative to a tram at grade. And we have, as I've mentioned, a number of mining companies who are developing product, who are mining product that has to be taken to a processing plant, that has to be taken to a port, and we are a big country. There are big spaces between mine site and the nearest railway siding, and that can involve heavy investment in haulage roads, in building traditional train lines, or the alternative that we will go back and we will be offering is a SkyWay system that is cost effective, environmentally friendly and more efficient in delivering the needs of the mining company. Thank you very much. I think I can express the desire of all the investors of the SkyWay project to see you successful in implementing these projects. We are all with you. You have all our support, and we wish you good luck on this way. Thank you. Thank you. Thank you again for the hospitality we've received. We go home even more excited about what the future has in store for us as we continue to collaborate and work together. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей, поддерживайте наш проект.
Визит австралийских гостей прошел, как говорили ранее, в теплой, дружественной атмосфере. Он был полон ярких впечатлений и теплых эмоций. Поддерживайте и вы наш проект. Дружите с нами вместе хорошо. Строй SkyWay, спасай планету.